Всем, друзья, привет, кто не знает, меня зовут Дима Косько. Мы занимаемся печным делом. В данное время мы делаем теплоемкий резной камин. Мы до Нового года не успели, но думаю, что к Рождеству мы успеем сделать. Нам еще осталось 2 ряда и положить красиво трубу. Так у нас получается. Вот. Сейчас я покажу, что мы сделали сверху. Вот. У нас здесь получается выход идет нашей трубы. Там идет переход стартовый. Вот. И дальше вот мы это все заштукатурили стенки. Там у нас получается выход идет на заднюю стенку. Сюда будет идти горячий воздух, а через вот эти боковые каналы, я думаю, что еще мы здесь там сделают такие кованые красивые и решетки, будет выходить горячий воздух. Вот. Как я придумал перекрыть. Или может кто-то так уже делает, потому что здесь получается труба идет круглая, не прямоугольная, а круглая. Вот мы сделали такой каркас, сварили уголок 32. Вот, я уже один ряд перекрыл. Потом к нему мы приварили уголки покороче, и здесь у нас получается вот так вот кирпич. Вот мы спокойненько перекрываем. Тут я уже это все дело перекрыл так. Вот, и специально для вас оставил и показать, как мы это сделали. Вот здесь у нас получается остаются такие в углу отверстия. Как их спрятать, я придумал так. Вот взял кусок нержавейки, вырезал. Ну, по принципу то же самое, что и сверху в проходном узле сделано. Только у меня получается из 2 половинок. Вот. Первая половинка и вторая. Я так это дело положу. Потом тоже возьму на огнеупорный герметик и оберну это дело еще базальтовым картоном, чтобы сюда сделать примыкание с кирпича. И сюда мы тоже положим кирпич, чтобы было все это дело прижато и герметично. Вот, все у нас так получается. И еще меня спрашивали, как мы вытачиваем кирпичи. Вытачиваем мы начинаем с разметки. Вот здесь я отступил, сейчас я выйду на свет, 3 сантиметра, снизу 2. Потом беру, прилаживаю круг, обычный 120, 125, извиняюсь. Вот, прилаживаю сюда, аккуратненько отчерчиваю. То же самое делаю с обратной стороны. И потом уже провожу 2 линии. Беру таким вот кругом чашечным это дело стачиваю. Здесь вот и начинаем отсюда, довожу до линии с 2 сторон. Потом переворачиваю кирпич и уже аккуратненько вот эти вот 2 круглых плоскости сгоняю по всему периметру. Сейчас мы пройдемся к Эдику и посмотрим, что он там делает. Мы пришли к Эдику посмотреть, что он делает с кирпичами. Поздоровайся со всеми. Мы показываем, что он для начала делает. Он просто берет угол, срезает большой болгаркой. Вот там она лежит. Вот так вот срезал. Вот. Примерно где-то до 3-4 миллиметров, чтобы уже проще было стесать это все дело чашкой. Вот. Это получается первый такой этап, или уже второй после разметки. Это уже у нас получается 3-й такой грубый, более грубый. Он все берет это аккуратненько снимает и потом уже доводит уже и наждачкой, просто обычной наждачкой, либо берет такую наждачку и с липучкой и уже ей тоже доводит. Вот как в данном варианте, вот видно, что сейчас вот пока немножко грубо, вот видите, такие вот маленькие рифлености. Потом он берет это и он наждачкой дело доводит. Сейчас мы отойдем, и он покажет, как он будет делать, потому что сейчас тут пыли много, вот видите сами, как тут грязно, мы уже пойдем.
Все, мы сняли Эдика. Сейчас возвращаемся на нашу базу, место дислокации, и будем продолжать дальше нашу работу. Вот, и получаются такие уже кирпичики в конечном итоге. Это у нас угловой идет, а эти уже и боковые. Вот так вот уже получается в конечной стадии. Поверхность кирпича гладкая, круглая, ровная. Вот даже можно посмотреть вот так вот, камеру поставить. Вот относительно ровно, вот на 99%. Нормально. Потом еще где-то вот сами углы подполируем, почистим, чтобы не было таких вот явных перепадов, а было более сглажено. Все, продолжаем дальше трудиться. Камин будет сегодня пробная топка. Кратко пробегимся, потому что если мы уж распалим камин, то будут отблески. Сделали такой вчера карниз, сделали короб из кирпича и сделали вот такие вот красивые цветочки боковые, типа листики или, как сказать, короны. Так вот будет. Здесь у нас, получается, идут выходы, и чуть попозже и покажу задний выход, куда будет выходить воздух. Ну, сейчас будем с Эдиком и уж распаливать. Все, сейчас будем с Эдиком разжигать камин. Снимай. Ну как, Эдик, тяга будет, как думаешь? Ну да, будет. Мы еще и не пробовали топить. Ну давай пробуй, что получится. Давай нашу зажигалочку. Что-то она так слабенько. Наша большая зажигалка что-то не работает. Решили взять простую и распалим обычным способом. Вот. Наверное, кордона чуть сыровато, плохо разгорается. Сейчас подождем. Распылили наш мы камин. Тяга относительно, пока тянет. Ну, сейчас и разгорится, и тогда уже будет нормальная дрова. Немного сыроватая, в котором тоже, но уже тянет. Хорошо. Так у нас вот получается наш каминчик. Получился довольно-таки неплохо. Но сейчас уже стал немножко гудеть, как слышите. Вышли на улицу, в окошке наш камин, но дыма с трубы не видно. А, видно, идет, тянет. Значит, тяга хорошая. Мы подняли выше конька где-то на сантиметров 70-80. Друзья, болгарка DeWalt с регулировкой оборотов испытания прошла. Испытание и тест-драйв проводил Эдик. И пусть он сам кратко ее расскажет о этой болгарке. Что Эдик скажешь? Ну, что я могу сказать об этой болгарке? Болгарка DeWalt мне, в принципе, понравилась. Чем понравилось, что регулировать можно обороты, можно больше, меньше сделать. Не палец, это кирпич, да? Да. При больших Палец, кирпич, да. Ну, в принципе, она тяжеловата чуть-чуть, но так можно работать. Но ты и подкачался, да? Ну, подкачался. Битку, в принципе, битку вот подкачал. Зажимать легко, ну, от руки можно отжать и разжать. Угу. Вот. Раз так и все, да. Так. Вот так, хорошая болгарочка. Удобная, компактная. Да, удобно. И главное, с регулировкой оборотов, да? Да. Хорошо. Друзья, мы еще более подробно о этой топке снимем с одним очень известным и интересным человеком. Он к нам приедет, не буду говорить откуда. Вот, вы это все узнаете из наших роликов. Мы с ним будем вместе эту топку топить, пробовать и тестировать. Хотел сказать одну очень важную новость. С 16 по 17 января будет проходить в Минске семинар
печников, все печники, кто знает, с Белоруссии приедут на этот и семинар. Кто не знает, я ссылки и оставлю в описании. Там будет по ссылке вся информация. Скажу кратко, приедут и представители из с России, с большой компании РПО, также представители с разных фирм, которые будут представлять свой бренд, свою продукцию. То, что записывайтесь, печники Беларуси, приезжайте, и я думаю, что мы с вами познакомимся, и будет очень интересно. Но на этом я, друзья, буду свой краткий ролик заканчивать. Еще чуть попозже мы через месяц-полтора приедем, как наш камин подсохнет, его лаком покроем. Все, всем спасибо за просмотр. Мы успели сделать до Рождества, до Нового года не успели сделать, но постарались и сделали себе такой подарок. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить красивые такие классы. Подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока и до новых встреч. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Папе, маме. Как в этом. Это будет за кадром. За кадром. Это Олег, наш оператор. Я это вырезать не буду. Ну хорошо, ладно. Хорошо. А может дадите краткий отзыв? Ну, я потом пришлю, отдельно поставлю. Музыка.